Имитация фаянса из папье-маше. В главной роли пластиковый контейнер со сломанной крышкой, который должен был отправиться в утиль. Обезжириваю спиртом. Поскольку контейнер прозрачный, мы воспользуемся техникой обратный декупаж. Сначала легкий наброск. Акриловая краска разведена водой. Клей ПВА разводим водой 1 к 1. Салфетку приклеиваем лицевой стороной вниз. Патинирую край. Акриловая краска разведена водой. Когда высохнет, окрашиваю белой акриловой краской, тот самый слой, который мы обычно делаем под декупаж. На втором контейнере я окрашиваю в сливочный цвет для более мягкого винтажного эффекта. Снаружи создаем тело нашего будущего фаянса. Наносим не толстый слой массы папье-маше. Я делаю папье-маше из бумаги и клея. Ссылку на рецепты вы найдете в описании под видео. Разглаживаю и разравниваю пластиковой картой. Затем руками нанесите на руки жирный крем. Оттиски из самозатвердевающей массы накладываю на сырую поверхность папье-маше и как следует прижимаю. После высыхания масса дает усадку, поэтому накладываю чуть внахлёст. Если у вас нет молдов, я покажу, как обойтись бумажными жгутиками и трафаретом. Для жгутиков берем бумажное полотенце. Полотенце увлажнено водой. Сбрызгиваем водой и сворачиваем. Приклеиваю на клей ПВА. Из таких жгутиков также можно создать несложный фактурный узор. Для трафаретного декора выбираю фрагмент. Так будет удобнее работать. С помощью мастихина или пластиковой карты накладываем шпаклевку. Подойдет любая. Чтобы сделать декор более фактурным, на высохший декор накладываем еще один слой шпаклевки. Мелкозернистой наждачкой убираю острые образования. Беру самозатвердевающую массу для лепки сливочного цвета. У меня марка Jovi. Заливаю водой и оставляю на сутки. Масса не должна быть слишком густой.
Для этого раствора вы можете использовать засохшую, непригодную к лепке массу. Наношу как краску мягкой кистью. Этот раствор проникает во все углубления, объединяя декор и папье-маше в единое целое и создает керамическую текстуру поверхности. А если хотите получить терракотовый природный цвет глины, возьмите массу терракотового цвета. После высыхания наносим еще один слой раствора. Шлифую мелкозернистой наждачкой. Покрываем акриловым лаком. Темно-коричневую акриловую краску развожу водой. Окрашиваю методом смывки. Стираю сначала бумажным полотенцем, а затем увлажненной тряпочкой. Движение скользящее. Покрываю акриловым лаком. Добавляю немного металлизированного воска. Вот так, шаг за шагом, обычный пластик превращается в вещь с историей. Как видите, для создания такой красоты не нужны дорогие материалы, достаточно фантазии и немного терпения. А какой декор вам ближе? Классика с молдами или лаконичный трафарет? Напишите в комментариях.